Настолько теплый день сегодня. Сегодня пятница. Сын старший приедет раньше, сказал сегодня. Так что попадет сегодня он тоже. Уже спрашивают люди в комментариях, где 11-й. Ну, 11-й, у него все хорошо. Мы так и будем его звать, 11-й. У него все хорошо. Но он уже взрослый. Увы, взрослый. Нету такого, что он где-то шляется, но уже 20 лет, уже и жизнь своя. Я еду за девчонками в школу. Ульяна с Костей чистят картошечку на обед. Говорит, мам, давай мы тебе поможем. А я сейчас приеду и уже все овощи перережу и все сделаю. Сейчас своих первоклассниц заберу со школы. Такие планы на сегодня. Стирка идет. Сегодня пятница. Сейчас все дети форму будут складывать. Я еще что-то постельное взялась снимать. Очень много белья. Поэтому такие вот у нас дела. Рассказала немножечко вам свои планы. И какие могут быть планы у мамы многодетной. Раньше, если я успевала куда-то съездить, что-то сделать, то сейчас вообще ничего не успеваю. Пока одних проводила, ну, помимо работы, если честно, и работа прям в тягость стала, но работать надо. Пока одно сделаешь, другое. Одних провожаешь, других встречаешь. Со всеми надо проконтролировать, потому что у меня затея всех пустить на самостоятельную жизнь не получилось. Детки сразу начали то влево, то вправо. Мальчишки у меня более-менее самостоятельно. Так, Никитку я... Ну, Никитка, Максим. Ну, какие мальчишки? Валерка с Ромкой. Поэтому... А остальных надо держать. Но это дети. Да, ради них будем их держать. Люди разделись, люди опять в кофточках ходят. Жарко. Хороший день такой. Смотрю на себя в зеркало и страшно становится. Закончила я принимать гормональные. И что-то надо с этим делать. Надо начинать с весов. У меня есть канал 60 секунд. Хочу там для себя сделать мотивацию. Здесь мои ребятишки, здесь моя семья. А там сделать для себя мотивацию. Снимать, чтобы друзья меня поддерживали. Тех, кого тоже интересует эта тема. Именно после гормонов восстановиться. Это сложно, это не просто так. Что-то сегодня задерживаются первоклашки. Обычно в это время уже выходят в половина. А сегодня мамочки, бабушки все стоят. Я стою. А первоклашек моих нету. Девчонки. До чего же они интересны за ними наблюдать, как они растут. Особенно вот эти двое. А здесь я вот именно смотрю, как они взрослеют. Как они к самостоятельной жизни привыкают, как они рассуждают, как у них появляется ответственность. Это настолько интересно. Может быть, они вот, я не привыкшая, Анюта, она была шалтай-болтай всегда в садике, ее все ругали. Снежанка, она для меня всегда махонькая была. А тут эти две девочки, мои две принцессы, у них столько самостоятельности, у них столько желаний ходить в школу, столько радости. Сегодня утром проснулась Снежана, говорит, мама, ну когда выходные? Дочь, сегодня последний день, ура! То есть они уже насытились школой, присытились, и уже им хочется отдыхать.
А вообще хочется. Я так расстроилась. Опять нас садят на карантин, каникулы. Мы и так никуда не ходим, никуда не ездим. Я еще перепугалась со своим этим заболеванием, с коронавирусом, тем, что я переболела. Столько... Так хочется. Я думала, что я хоть по Анапе съезжу, прогуляюсь с девчонками. Ульяна вчера подошла: мама, мы поедем в Сочи или нет? Там у нас друзья живут. Мы поедем, хоть на денечек съездим. Я говорю: доча, давай подождем. Москва закрывается. У нас объявляют карантин. Давай, моя хорошая, подождем. Мы сейчас даже поехать никуда не можем. Даже не верится. Ровно на полчаса их задержали. Детей бегут. Вон они мои выходят. Угу. Анюта первая, как обычно. Позднее Снежана. Доченька, давай, моя хорошая. А где Снежана? Ты, как обычно, первая, а она последняя, да? Ага. Давай, моя хорошая, садись. Как дела? Хорошо. А она уже оделась? Она уже оделась, она. Оделась? А вот она. Вот она идет. Ты, как обычно, последняя. Мама, почему она высок толстый? Ну, привет! Привет. Присаживайтесь. Заходи. Здравствуйте. Присаживайтесь. Как день прошел? Хорошо. Пятерки, двойки, тройки. Пятерки. Мы приехали домой. Ну, я вас ждала. И ждала. Так долго. Ой, шарик несется. Шарик, уходи. Да уходи с дороги, шарик. Ой, беда с этим шариком. Он очень активный. Ему хочется быть очень активным, да? Девчонки, выходите. А все. Я даже уже ключи вытащила. Да ладно, шарик, ладно. Музыка на улице вовсю. Казан разогревается. Готовить будем. Сразу бери, пожалуйста, качанчик капусты, а вон тот большой. Не шашлыки, а дамлеру будем жарить. А в духовку, на мангале. Да. Мама, похоже, богомола поймала. Может быть, проехать еще сосисочек им купить, чтобы они пожарили на остатках. Ну, быстрее, я хочу за сосисками съездить и домой приду, готовить буду. Костя, без кофты не ходим. На улице прям как жарко. Ой-ой-ой. Сейчас осень, доча. Сходили с девчонками в магазин. Они зеленую, покажи мне, зелененькую. Смотрели вот на такие. Ага. Смотрели вот на такие штучки. В общем, химия. Ну, что делать? Купили всем детям, да? Да. Сосисок набрали. Тут куриные, тут ганноверские. В общем, все, что было, забрали. Такой вот у нас магазин. Мы когда Гурман. летом они такие ели, а В общем, у нас тут больше 40 градусов на солнце. Вот такая погода. Сегодня мы планируем сделать обед в казане. Вот я помыл казан. Вот я приготовил дрова, где казан у нас. Где горит огонь для казана. Вот тут еще запасные немножко дров. Ну вот еще все зеленое. Трава зеленая, но уже осень дает о себе знать. Уже бывают холодные ночи. С утра даже вот сегодня не было, а вчера, позавчера по ночам были заморозки, такие цветочки уже тоже подвядают. Пчелки вон на них иногда летают еще. Да.
Вот это вот будет красивое дерево. Сейчас оно еще не цветет, оно маленькое. Нам принесли, наверное, сантиметровые отростки. Вот оно за это время вытянулось. Мы боялись, что они пропадут. Они вот их кучкой посадили, а они, в принципе, все и принялись. Надо будет рассаживать. Деревья очень красивые. Вот сейчас они цветут. Ну и вот, конечно же, такие красивые вот цветы. Хочу пчелку вам заснять. Вот пчелка летает. Вот она собирает пыльцу. И муха тут рядом тоже что-то делает. Басму делаем. У меня здесь все заготовки. Свиные ребрышки, гусиный жир. Надо его расходовать, а то у меня его столько держали. А? Хоть проверь, сказал чисто. Так. В холодный казан. В холодный казан укладываем либо сало. У меня лично домашний гусиный жир наш. С дымом уйдем. А можно уже? Сюда? Да, я уже буду укладывать. В холодный, но он не успевает же, я же его сейчас укладываю гусиным жиром. Я думаю, достаточно гусиного жира даже. Все. Да. Теперь выкладываю ребрышки на этот жир. Крупные такие, разного калибра. Укроп. Укропчик, ничего страшного. Так. Снежана! Они ушли домой, там проверяют Костю. Положу сальцем вниз, чтобы сальце растопилось. И вот так. Сегодня вся семья будет, и бабушку с дедушкой позовем. Мяса много. Мяса много. Сейчас. Доча, сходи к бабушке с грядки, сорвет тебе чуть-чуть петрушки, чуть-чуть укропа, чтобы положить сюда. Чуть-чуть, скажи, надо. Так. Посолю. И так каждый слой буду присаливать. Так. Дальше у меня полукольцами порезан лук. Петрушку сверху положить. С грядочки пусть сорвет бабушка. Мне некогда. Так. Хотя вон укроп тоже. Чуть. Присаливаем. Чуть-чуть. Дальше. Кабачки. Баклажаны сегодня не буду. Ульяна, доча, нарезала, пока я все готовила, она нарезала мне кабачки. Сейчас присолю. Что такое? Что не пойму. Ульяна нарезала мне кабачки. Я их не присаливала? Это нет еще. Присолю. Угу. Картошку присолю прям в тазике. Перемешаю. О! Картошечку. О! Не полезла я, у меня очень густой кетчуп, не полезла я за мороженными помидорами, в этот раз лазила, ой, надо перекладывать все, все занято и все лежит не так. Я использую сюда свой кетчуп. Еще сверху. Теперь капустка. О. Еще кетчуп весь выкладу. Вместо помидорок.
А тут у меня и есть одни помидоры, соль, и перчик еще. Вот кладу вот так пучком, чтобы вкус отдал. И... Бабушка, там такой комок. И, ну, вот это как это? Кого? Ну, вот эта штука, которая. Петрушки. Да. Ну, и теперь на 2 часа, пока Снежана ездит на сольфеджио, мама 2 часа будет готовить басму и не открывать 2 часа. Вот так мы сделали басму. Сегодня будем жарить сосиски, гулять на улице, градусов, я не знаю сколько, ну жара, вот я в кофточке одета, мне очень жарко. Да, Костя? Ага. Очень тепло. Завтра выходной день, ну как выходной, с утра специальность у 4 детей, мы едем в музыкалку, ну а остальное время выходной. Как прекрасно жить в Краснодарском крае. Да уж, где мы только не жили. Мы жили в Бурятии, мы жили на Дальнем... А? Пап, помоги Максима папку найти. А? Он же не забирал ее в школу. Сейчас папа поможет. Папку ищут Максима, Снежана аж плачет, на сольфеджио. Мы жили на Дальнем Востоке, мы жили в Бурятии. Ой, как... Но климат, конечно, Краснодарского края, это просто здорово. Ульяна оператор опять. Я уже одну порцию унесла басмы. Сейчас вторую закладываю. Так как еще многие дети со школы не пришли, как раз будет остывать. Уже в течение этих получаса-часа все придут. Все горячее. Все будет остывать. И ребятишки сейчас уже с музыкальной школы приедут. Валерий со школы придет. Влад приедет сейчас. Ой. Поэтому ну, здесь чуть-чуть еще останется. На улице очень жарко. Поэтому мы все вот так выносим. Будем закрывать все сейчас. Это компот с черешни. Тут тоже налила, только сварила сливу с черешней. Тут у нас тоже басма. И тут басма. Красивая, вкусная. Сейчас все будем делать. И будут постепенно приходить, кто задерживался даже. Подкладывать будем. И кушать по машинам, дочь. Да. Кто? Ложечкой. Он кричит на меня. У меня все ходы записаны. 4 и еще 3, да? 4 это вот. Я не играю. Дедушка хлюстит. Что хлюзит? Хлюстит. Ну, что ты? Тебе хоро... А, ты уже выкидываешь? Так она выкидывает, она у нее то вот. Видишь, 6, 5, 6, 6, 6, 6. А, это всегда так. А у меня... А еще хлюстит, что я на его стороне якобы кидаю. Сегодня мы на улице 5-4. День самообслуживания. Кто что хочет, тот все и кушает. Положили и всех кушают сами себе. Сегодня жара какая. Я в кофте сижу. Ну, мне опять у нее. так жарко. Ну, у тебя, по-моему, уже безвыходная ситуация. Сколько Конечно. подряд 6-6, 4 раза не выпадет. У нее вперед выпадет. О, Видишь? 6-6. Видишь, Да это чё? ты, кстати, Иван ему 4 тут штуки. подошел. Да все равно это ему не поможет. Да. Да уже не знаю, уже почти... О!
Короче. Ой, дедушка, дедушка, не умеешь ты ничего играть. Как понятно.